Вашингтон готовит встречу Путина и Зеленского. В Кремле этого не подтверждают. Какие фейки запустила Z-пропаганда? Новые атаки в ночь переговоров. Украинские города снова в огне. ВСУ продолжают рельсовую войну. Пушечное мясо заканчивается. Почему желающих умереть за русский мир стало в разы меньше? Мода на мир. На сделку готовы пойти не только кремлевские террористы. Косил Джон конюшину. В Британии прошел Ле-Ман для газонокосилок. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Подготовка встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина уже стартовала. После нее планируется саммит трех президентов. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети. Предполагаемое место будущих переговоров президент США не назвал, но анонимный источник в Белом доме назвал Рейтер в качестве рассматриваемого варианта Венгрию. Канцлер Германии заявил, что встречу Зеленского и Путина планируется организовать в течение 2 недель. Тем временем в России Z-комментаторы, похоже, еще не получили свежих методичек и комментируют в разнобой. Никто не скажет прямо Трампу, что ему не удалось приблизиться к миру вчера, зато теперь Китай, Индия, мы, да и многие другие увидели предел возможностей команды Трампа. Кто-то даже назовет это слабостью. Все дальнейшее в части действий США зависит от способности Трампа и его команды объективно оценить уровень провала. А бывший президент России Дмитрий Медведев пишет диаметрально противоположное. Антироссийской воинственной коалиции желающих не удалось переиграть президента США на его поле. Европа поблагодарила его и подлизалась. Ночью, пока весь мир следил за переговорами в Вашингтоне, Z-каналы кормили свою аудиторию фейками. В ход пошло фото европейских лидеров, якобы ожидающих в коридоре, сгенерированное искусственным интеллектом. Кроме того, была использована псевдоцитата Трампа: «Сегодня либо будет сделка, либо нет. Если нет, поддержка Украины прекращается». Смысл обоих фейков ясен: показать Украину слабой, Зеленского в отчаянии, а Трампа будто бы на стороне России. Классическая стратегия — дискредитировать Европу, создать иллюзию, что поддержка Украины вот-вот закончится, и подогреть иллюзию мощи для внутреннего потребителя. Правда, реакции на более высоком уровне заметно отличались. Откровенно и конструктивно. Так описали ночной разговор Трампа и Путина, который состоялся сразу после встречи президента США с Европейской семеркой и Владимиром Зеленским на российском телевидении. А так помощник Путина Юрий Ушаков. Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. Близкий к семье Путина финансист и специальный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев был более эмоционален в оценках. Сегодня важный день в дипломатии, и основное внимание уделяется прочному миру, а не временному прекращению огня. Несмотря на вой Z-военкоров, идея, которая звучала во время переговоров в Белом доме, была высказана Трампом и не была отвергнута Путиным. Обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах. В Кремле пока официально не подтвердили, что Путин согласился на встречу с Зеленским, ведь сначала нужно придумать, как подать это электорату, которому годами внушали, что президент Украины нелегитимен. Пока Путин уверял по телефону Трампа, что стремится к миру, российская армия снова наносила удары по городам Украины. Главной целью на этот раз агрессор выбрал Полтавщину. Атаки дронов подверглись Кременчуг и Лубны. К счастью, обошлось без жертв, рапортуют местные власти. Были повреждены административные здания местных энергетических предприятий. Последствия ощутили жители. В Лубенском районе без света остались 1500 абонентов. Но Полтавщиной враг не ограничился. В Харьковской области в результате налета 4 пострадавших, среди них 2 детей. Ночью вражеский дрон ударил в жилой дом и в Сумской области. По сообщениям местных властей, есть пострадавшие. Всего в ночь переговоров о мире в Вашингтоне российские дроны ударили по 16 украинским локациям. Все могло быть хуже, но ПВО смогла обезвредить 230 вражеских дронов, 4 ракеты Х-101 и 2 «Искандер».
Обсуждались ли в Белом доме территориальные уступки? Владимир Зеленский рассказал, что, стоя у той самой карты, смог объяснить Дональду Трампу реальную ситуацию с оккупацией. Президент Украины напомнил, что большую часть занятых Россией территорий на Востоке и Крым отдали практически без боя. Там же, где ВСУ оказали сопротивление, у агрессоров получилось отбить только маленькую часть украинской земли. Є чіткі цифри, яких не було, наприклад, що за 1000 днів до 1% нашої території було окуповано русскими. На вопрос о возможном обмене территориями как условии мирного соглашения Владимир Зеленский ответил уклончиво. І тому питання територій це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью The Guardian тоже прокомментировал территориальные претензии Кремля. Требование России, чтобы Украина вывела войска с Донбасса, можно сравнить с требованием к США отдать, скажем, Флориду. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Кремль снова уклонится от переговорного процесса, Запад должен отреагировать усилением санкций. Силы обороны Украины продолжают рельсовую войну против оккупантов. В этот раз был уничтожен российский топливный состав на запорожском направлении. Информация поступила от Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации. По его словам, подрыв произошел между Урожайным и Токмаком. Топливо, которое оккупанты пытались доставить на фронт, уничтожено. Российского железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет, написал Андрющенко в своем телеграм-канале. Позже стало известно, что операцию осуществили бойцы подразделения «Ранины» батальона беспилотных систем 65-й отдельной механизированной бригады. Видео и фото с места событий подтверждают успешное выполнение операции. Но и про НПЗ оккупантов ВСУ не забывают. Украинские беспилотники ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России 3-й раз за неделю. Речь идет о Волгограде. Местные жители сообщали, что слышали ночью до 10 взрывов. Дроны летели на низкой высоте, и после взрывов в небе возникали яркие вспышки. В Минобороны Российской Федерации отчитались, что сбили 13 беспилотников, но, по признанию главы региона, на НПЗ возник пожар, как обычно, из-за обломков. Пораженный объект принадлежит «Лукойлу». Это один из топ-10 заводов страны и крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Его мощность составляет почти 15 миллионов тонн в год. Завод уже подвергался атакам 13 и 14 августа. После последнего удара дронами пришлось остановить переработку нефти. Волгоградский НПЗ стал 3-м крупным нефтеперерабатывающим заводом России, остановленным после ударов украинских дронов с начала августа. Ранее временно прекратили работу Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ Роснефти. Темпы вербовки желающих повоевать за русский мир упали в разы с апреля по июнь 2025 года. Контракты с Минобороны России для участия в войне против Украины подписали менее 38 тысяч россиян. Важная история отмечают, что в прошлом году в такой же период этот показатель достигал почти 93 тысяч человек. То есть теперь контрактов подписано в 2,5 раза меньше. Средний бонус новобранца составляет около 1 миллиона 800 тысяч рублей. В Марий-Эл, где бонус превышает 2,5 миллиона, контрактники обошлись региону в 10% бюджета. Это больше, чем потрачено на здравоохранение. При этом на войну записалось менее 1500 местных жителей. В целом, по оценке военного эксперта Яниса Клюге, на выплаты контрактникам в первой половине 2025 года российские регионы потратили около 230 миллиардов рублей. Прогноз на конец года: расходы могут превысить 800 миллиардов рублей или 10 миллиардов долларов. Главный эксперт по России Института изучения войны Джордж Баррес отмечает, что с текущими потерями свыше 1000 человек в день Путин сможет продолжать боевые действия еще только 12-16 месяцев. При этом через год могут иссякнуть как бюджетные возможности, так и поток добровольцев. Не только в Кремле задумались о мире, на похожие шаги готовы и другие террористы. Радикальное движение «Хамас» согласилось на перемирие на 60 дней, предложенное Египтом и Катаром. Переговоры, которые идут на фоне продолжающегося конфликта, предполагают обмен. 10 израильских заложников могут быть освобождены в обмен на 150 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока еще не сказал этой сделке «да». В его офисе подчеркнули,
подчеркивают, позиция Израиля не изменилась. Власти настаивают на полном освобождении всех заложников, прежде чем соглашение будет подписано. В то же время египетские посредники уверены, что это предложение может стать первым шагом к более широкому мирному соглашению и реальному прекращению боевых действий. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.